сегодня встала в 7, уже съездила по своим делам. Вот, приехала, проводила мужа, и у меня есть немножко 10 минут, и все-таки, думаю, нужно сесть, поучить нидерландский. Вы знаете, просто удивительная штука. Вообще нет времени вот сесть, учить слова. Я укладываюсь спать в 3, в начале 4, потому что вечером я монтирую, мне тоже хочется посмотреть какие-то видео. Очень я люблю вечером смотреть сейчас столько новых техник стрижек, сколько новых классных технологов, мастеров, сколько информации. Понятное дело, мне все это хочется посмотреть. И вечером ты сидишь такой герой, думаешь, вау, да что там подумаешь, там хватит мне 2-3 часа поспать, там утром встану, куда я денусь, а утром просто ты встаешь как зомби, а вставать-то нужно. Вот, и пока придешь в себя, это просто катастрофа. Вот. И вот сейчас сижу, пытаюсь слова эти сейчас подучить, тот материал, который мы учили, потому что мне же сегодня на урок идти, у нас сегодня урок на час дня. И, знаете, такое, сижу одним глазом в окошко, потому что люди ходят там то с собачками, то просто одним глазом сюда, в эти слова. Не знаю, нет у меня времени, я не пойму, у меня вообще не хватает, девочки, времени ни на что. Ни на что. Вот. То все делаешь урывками. Я не пойму, раньше вроде бы как-то было тоже быстро, но не до такой степени. Он лежит куча глажки. Еду готовлю вообще все, что побыстрее. Если есть возможность купить там что-то где-то готовое, покупаешь. Ну, такое вообще, не пойму, что происходит. Вот, жизнь-то, конечно, не скучная, вот, но вообще какая-то сплошная гонка. Вот, так что сейчас сижу, потому что минут 10 и нужно готовить завтрак Марку. Вот, сегодня и втроем нужно будет выходить нам, а у Марка сегодня еще и тест. Вот, поэтому вот такие пироги. Сижу, смотрю книгу, вижу фигу, как говорится. Три часа собираемся, никак не можем выйти. Во сколько ты не начни собираться, все равно опоздаешь. Мы сегодня с Марком вдвоем идем. Даша ночевала у подружки, поэтому приедет в школу от нее. Меня просто попросила взять ее учебники. Правда, я не знаю, где там ее ручки, все такое прочее. Вот. Мы опаздываем уже минут на 5 точно. Ну, караул. Niet aan iemand op de bus geven. Jij gaat dat geven aan een vriend die je vertrouwt en je zegt, ik vertrouw jou. Jij bent een betrouwbare persoon. Ja? Jij gaat niks slecht doen met mij. Begrijp je? Все, мы все троем уже отучились на сегодня. У нас в понедельник один урок остается. Потом в понедельник у нас брюссельский тест мы сдаем. И 2 недели рождественских каникул. И потом к учебе уже в начале января. Вот так вот. Марк сегодня написал тест. Да. Маркуш хорошо написал тест? Так, купила картошки, купила говядины. План такой, натушить немножко картошки сейчас. Такой, чтобы это было такая реденькая, тушеная. Сейчас лука побольше. Вот морковка, если у меня там есть. Дай бог, чтобы она была. Можно с томатом. Ну, наверное, без томата не было. У меня от томата в последнее время и изжога появляется. Вот, купила сыр вот такой на бутерброды. Так что, вот, быстренько сейчас приготовлю. Девочки, закрутилась, завертелась, все посходились, все одновременно. Началось такое, куча здесь сегодня новостей, информации, проблем. В общем-то, потом, возможно, вам расскажу. Вот картошку уже почти всю съели. Натушила, очень вкусная получилась. С удовольствием поели. Кстати, уже давно не готовила, соскучились.
Девочки, всем привет. Боже, у меня сегодня капец такая спешка. Сегодня пятница. Вот, везде бегом, 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 бегом. На самом деле. Вот, верите, даже некогда вам на комментарии ваши поотвечать. Мои хорошие, пожалуйста, простите меня. Обязательно сяду, обязательно отвечу. Обязательно каждому уделю внимание. Видите, видео выпускаю. Сейчас стараюсь каждый день. Видео выпускаю, но отвечать уже просто сейчас, к сожалению, некогда. Читаю все. Читаю каждую из вас. Обнимаю каждую из вас, уже знаю, мои дорогие девочки. Вот. Бегу сейчас, я уже все. На сегодня справилась. Как я говорю, обязательно своя программа. Вот. А у меня сегодня, скажите, мне на какую сторону нужно? На эту, наверное. Вот видите, вообще голова как уже, как дом советов, честно. У меня просто через 7 минут автобус. Откуда-то отсюда, не могу понять пока откуда. Еду я в Икею, потому что мне нужно купить вешалки для одежды. Все то, что мы покупаем, вот это здесь, ну, ерунда. Самое классное это икеевские. Вечные. Вот, поэтому я хочу, у меня сейчас 2 часа дня, у меня время есть, поэтому поеду. Вот в Икею съезжу. Вон моя остановка, я поняла теперь. Я теперь, господи, хоть бы успеть, потому что у меня сейчас через минуту автобус. Но я надеюсь, он здесь тоже будет на светофоре стоять. Вместе со мной. Так, это 17-й. Так, здесь 21-го не написано. Прекрасно. И куда же мне идти? Интересно. Здесь нет 21-го. Господи, ну это вообще, то не та остановка оказалась. Вот это вот. Фух. Капец. И вот так, девочки, целыми днями, честно. Как заведенные. Так, вот моя остановка, но почему-то мне кажется, что я прозевала свой автобус, пока бегала. Эх. Боже, девочки, по-моему, нет. По-моему, я успеваю 21-й. Я, конечно, иду в предвкушении огромного количества народа, потому что сегодня пятница. Вот предпраздничные вот эти вот дни сейчас в самом разгаре. И я думаю, что это будет аврал. И вообще я вам скажу, что остановки поменяли, маршруты поменяли. Загруженность транспорта просто ах. Вот едешь сейчас, раньше были какие-то час пик, знаете, там плюс-минус. Сейчас все маршруты под завязку забиты. Даже в метро все платформы. Поверните налево. В детках, в каких-то экскурсиях таких, знаете, много количества людей. Вот. Поэтому я вам скажу, что сейчас, да, добираться стало сложнее. На каком бы ты маршруте, в какое бы время дня ты не ехал, везде, заполнены, получается, эти вагоны. И притом с самого утра. Вот. Вчера я вообще рано, получается, из дома выехала. Так, подождите. На перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Вот. И сегодня то же самое. Автобус сказал, что кому в Икею, чтобы выходили остановки, и это совсем другая сторона. Здесь, конечно, огромных размеров. Прям махина. Ну, вообще-то, здесь и на регион-то не маленький, потому что я была в Германии, но я была в Германии в Людвигсбурге. Там как бы это городок, такой себе, знаете, не такой, как Антверпен, скажем так, поменьше. Там меньше была Икея. Здесь, конечно, она внушительная. Ассортимент везде, скажу вам, одинаковый. Может быть, экспозиционных вот этих вот комнат больше. Здесь, я не знаю. Ой, господи, добралась. Сегодня хорошо. Сегодня водитель быстро ехал. Отлично. Фух, слава богу. На первый взгляд вроде бы людей немного. Но я думаю, сейчас после 4,
После 5 будет, я думаю, совершенно другая история. Вот, сейчас вроде бы хорошо. Даже праздничную сервировку стола подготовили. Милейшую, с розовой посудой. Девочки, вообще шикарно. Вообще, на удивление, пусто. Пятница. Вот, конец недели. Потому что я была тоже в будний день. И была даже когда-то, ну, днем прям в 2 часа дня, в час было. И было очень много народу. А сейчас просто какой-то удивительно приятный сюрприз. Мне вот эти вот на экспозиции смотреть нельзя. Потому что я потом начинаю себя чувствовать очень глубоко несчастной. Потому что у меня нет такой красивой и уютной комнаты. У меня нет такой кухни сейчас. У меня нет такой гостиной. Вот я прям сильно по этому поводу переживательная. Я могу вещь там себе какую-то, знаете, там, мечтать, да? Мечтать. Какое-то время не переживать. Но вот в плане, допустим, уюта дома, я очень страдаю, если я нахожусь в каких-то плохих условиях, а еще и длительное время. Капец, конечно. Так, сейчас посмотрю тут. Ну вот, пожалуйста, 70 евро. Ну, опять-таки, если иметь какое-то постоянное жилье, в котором ты уверен, что будешь жить, ну, как минимум, не год, да? 3, 5, там, 10, можно было бы покупать такую уже, знаете, мебель. Вот, потому что, ну, с этим всем потом, если что, таскаться, ну, такое себе. А дарить тоже, извините. А вот вообще, смотрите, 60 евро, еще больше. Вот такой вот стеллаж. А вот со столом рабочая зона. Марка, вот эта комнатка маленькая. Меня это тоже очень беспокоит, но в данный момент мы уже туда-сюда взвешивали сколько раз, все. Нет смысла дергаться пока совершенно. Это, знаете, столько дел всяких разных нужно потом переделывать. Ой, пока мы все это устаканили, это год прошел, типа, начинать по новой. Вот. Ну вот когда находишься вот здесь, и ты начинаешь понимать, что тебе хочется то и то и то. Вот 60 евро стоит сейчас вот этот, пожалуйста, вам. Поставила все вот эти книжки, все какие-то статуэтки хорошо будут. Помещаться, да? Много всяких мелочей соберут в себя, вот, которые мне там сейчас растыканы. Надо будет потом уже после праздников подумать. Еще ж, понимаете, будет после Нового года в январе скидки вообще везде обычно. Я думаю, может быть, это будет ощутимо. Смотрите, какая малюсенькая и какая уютная комнатка. Смотрите, какая недорогая, но такая приятная посуда. С такими красными просто окантовочками. Я такой очень люблю, такой минимализм. Ну, правда, вот они такие десертные и пиалы. Больше я не вижу. Симпатичная. По 3 евро. Тут вот акция 2 плюс 1 бесплатно. То есть, ну, приятно. Если бы у меня было немножко больше места в нашем, так сказать, в нашем салоне, вот можно купить и сделать типа острова, дополнительный вот такой вот стол, посмотрите, там и рабочая вверху зона, и внизу для хранения, видите, такие полочки, красиво их очень там обыграть. Я не знаю, есть ли в белом цвете, я пока вижу в дереве, но в нашем случае, конечно, было бы идеально в белом или в черном. И вот как-то поставить в форме, знаете, буквы Т или как-то в этом роде. И как, ну, или как остров. Было бы интересно. Можно было бы даже его покрасить. Смотрите, на колесиках. Можно было бы даже покрасить белый цвет. Интересно. Ой, это вообще, уже елочки везде. Все тоже новогоднее. Мне очень нравится такой цвет. Зеленый. Ну, не зеленый.
Фисташковый, господи. Фисташковый, да. Красиво. С черным вместе, с деревом, с коричневым. А вот какая досточка для нарезки, девочки. Я не знаю, может быть и раньше она была, но я не обращала внимания. Вот сразу, смотрите, режешь и внизу стоит контейнер. Вот сразу собирает, да? Интересно. Не обращала раньше внимания. 11,99, раньше стоил 15 евро. Год назад эта микроволновка стоила, но это самое обычное, это просто для подогрева. Она стоила, для разморозки, да? Она стоила 50 евро. И я ее тогда туда-сюда, туда-сюда. И так решили, ладно, подождем. Тогда период был вообще такой, как бы, несложный. Все было просто до кучи. Не знаю, что приоритет его выбирать. А это немножко дороже. Это, видимо, больше функций здесь. Видимо, здесь что-то можно и приготовить. Потому что уже 180 евро. Но мне бы такая подошла бы. Маленькая, чисто для подогрева, чтобы на холодильник поставить. Но с другой стороны, мне бы есть такие маленькие печки, и они как духовочки. Они как бы там можно что-то и запекать. Ну, в небольших таких порциях. Вот я бы, наверное, больше такое бы взяла. Так это, видимо, для льда. Все больше появляется продуктов в Икее, всяких вкусняшек. Корзины уже, все у них корзины эти передрали идею. И уже даже Икеа, ой, не Икеа, а Экшен даже, уже точно такие продает. Ну, кстати, по такой же самой цене. Сколько они? 7 евро. А Икеа, по-моему, ой, не Икеа, а Экшен по 5 продает, по-моему. И тоже там цвета такие неплохие. Так, а это что такое? 5 евро. Посмотрите. Мусор, да? Мусорное ведро. Блин, хорошая идея, вам скажу. Потому что, честно, ой, с этими пакетами уже надоело. Я бы такая, конечно, еще бы меньше, может, есть, взяла бы. А вот какие-то маленькие, смотрите, тоже 5 евро. Ну, они разные, есть с дырками такие. Вот что мне нужно вообще, 30 евро. Вот этот замечательный шкаф. Куда я могу расставить, поставить и гриль. Интересно, что его нужно к стене, конечно, где-то прикручивать. Так просто он, наверное, не будет стоять. А у нас, наверное, могут быть проблемы к стене прикручивать. Но он такой узкий, смотрите. Опять-таки, ну где? Я не знаю, где, в кухне. Сбоку разве что. Прям на проходе. Да, ну вообще неплохая идея. Тоже белый покрасить и все, и слаживать. А вот 70 евро такое, что вот. А это 200 евро. Слушайте, вот это, да? Неплохая такая идея, 70 евро. Вот внизу поставить и использовать, вот готовить на ней. Вот сейчас, ну, в любом случае, да, какие-то будут праздники. И у меня вообще нет места. Как начинаешь там на этом пятачке крутиться. Ну ладно, надо подумать. А вот мы, помню, искали что-то такое, чтобы можно было встать и повесить. Когда мне надо было тюль снять, повесить. У нас же ничего не было, еще ни стремянки, ничего. И мы искали вот такие вот, какую-то лестничку маленькую. И здесь такого... Или мы просто внимания не обратили. Наверное, мы внимания не обратили. Какое симпатичное... Ага, там сделали только что рекламу, я уже все поняла, что в определенный участок времени будет скидка на еду, там, на обед. Короче, ладно, вот красивая постельная в сочетании с вот таким вот пледом. И вот
Тоже симпатично. Вот такое вот детское, милейшее. Посмотрите, как придумали, чтобы забирать постельное белье в детской комнате. Ну, наверное, там, где двое деток, да? Вот кровати превращаются в диванчики. Собрали, получается, одеяло, и получилась спинка. Там на ремнях. Так, еще я обязательно приеду за этим зеркалом. Я на него уже смотрю. Я не знаю сколько, 70 евро вот оно стоит, но всегда находятся какие-то моменты, какие-то вещи поважнее. Посмотрите, какое классное. Очень удобное. Видите, как стоит устойчиво. Мне оно вообще нужно. Так, вот их сколько разных, посмотрите. Есть даже 40 евро, 70. А вот какие приятные корзины для хранения. И вроде бы все спрятано, и не пылится, но и дышит. То есть вентилируется. И в то же время закрыто. Это как очень даже эстетично выглядит. Но вообще-то представлено, видите, как мастерской швейной. Кабинет. То есть красиво очень. Ну, можно организовать совершенно под любые вещи. Да? Вообще, я просто поражаюсь, насколько они сделали, все продумано. Мне кажется, аналогов нет вот каких-то других брендов, чтобы вот настолько до мелочей, в любой комнате. Ну, посмотрите, как. Это типа кабинет. Это даже как лаборатория представлена. Гляньте, там микроскоп какой-то, не знаю. Вообще. Я прям заражаюсь здесь, когда хожу. Очень жалко, что у нас в Украине не успела появиться IKEA и сразу же ушла. На самом деле с ее помощью можно просто супер организовать дом. Жилище свое, дом, квартиру. Смотрите еще, девочки, какие появились большие подставки под горячее. Вот в таком вот красивом цвете, в коричневом, но под большие кастрюли, под большие тарелки. Стоит 6 евро. Я даже не пойму, надо оно мне или не надо такое. 6 евро. Придумали для овощей, для картошки, я так понимаю, вот такие вот сумочки с мешковины. И вот такие вот тоже. Для муки, наверное. Вот такие. 4 евро. И 4 вот так продаются красивые. 329 евро. Посмотрите, какое качество. Ну, вот такой, знаете, дом. Ну, в такой сельском, деревенском стиле. Очень красивый, на самом деле. Там где какая-то деревянная мебель. Ну, что-то такое. Ну, Прованс. Это как бы французская деревня. А это как бы бельгийская деревня. Очень крутой. Я вообще не очень люблю сильно цветное, но этот прям меня зацепил. И я вам скажу, очень хорошее предложение. Посмотрите, есть вот 80 евро. Ну, конечно, ворса не очень, но как бы смотрите какой. Ну такой. Ничего, если у кого в комнате минимализм, то будет неплохо. И вот такой вот тоже. 70 вообще евро. Посмотрите, какой. 1,60 м на 2,35 вообще. Ну, то есть, если у кого-то какие-то такие интерьеры подходящие, я вам скажу, это очень классные такие предложения. Потом 100 евро вот. Такое. 70 евро. Ну, это вообще, если нужно кинуть на пол что-то, покрыть. Ну, смотрите, какой. Понятное дело, у кого может быть классика в интерьере. Сейчас все это возвращается. А вот, смотрите, мохнатый какой. Ну, мохнатый, чем длиннее, чем у меня. 200 евро. 1,60 м на 2,30 м. Я купила 2 на 3 последний.
То есть я купила по нормальной цене. В любом случае, я смотрю, это какой? 1,33 на 2. Это такой марку в комнату. Было бы неплохо. Разные. 120, 100. 44 круглый такой есть. 1,30 м. В диаметре, да, похоже. Ну, в общем-то, есть чего выбрать. Скажут, такие интересные все. Вот, смотрите, 90 евро. 139, 2 на 3, 139. Но у меня пушистый дома. Хотя, у меня пушистый. Вот такой марку нужно будет купить. Я уже присмотрела. 1,20 м на 1,80 м. 35 евро. Смотрите, какой белый, такой пушистый. Тут серый убрать. Он уже там вообще втоптался. Просто не очень красиво теперь все это выглядит. А вот такой вот ему постелить. Да? Или вот такой вот. 60 евро. Ну нет, этот меньше. Этот меньше. Или такой же. Да, потемнее что-то глянуть. В принципе, там марк еще. Круглые есть такие, овальные есть. 45 евро. Вот такой серый овальный. Можно овальный ему. В принципе, да. Будет неплохо. Угу. Вот еще серый. Наверное, тоже 100 евро серый. Вообще приятный. Посмотрите, какой. Мне кажется, раньше не было столько ковров. Такой ассортимент в Икее. А это просто сходишь и... Ну, это не дешевый. Это такой прям мохнатый. Пушистый. Очень красивый, просто шикарный на мой вкус. Минималистичный торшер. И вот такой мне очень нравится. Со стеклом. С таким кругом, как под мрамор. Очень красивый. Записала вам только что специально показать, вот какие у мам здесь стальные нервы просто. Ну, эта мама, к слову, была, ну, индианка, да, видимо, с Индии, вот такой типаж какой-то. И у нее просто всю дорогу вот так вот кричал, истерил, просто разрывался до хрипоты ребенок, и она вообще не реагировала. Она просто стояла на него, смотрела, глазами пересекалась, и всю эту колясочку так подергивала. Если он, ну, а вот он выгибался и вот так вот кричал. Все люди сидели в шоке. Просто все сидели, уже переглядывались, как бы, ну, там одна женщина арабской национальности хотела его взять на руки протянула к нему. Он, понятное дело, еще начал еще сильнее, но мама вообще ничего, вообще. И вы же, конечно же, не имеете права тут никак влазить вообще в чужие дела. Ну, это и правильно, конечно же, просто это считается вот, все считается нормально. Главное не вмешиваться, вот, и не осуждать. Вот, ну, конечно же, если нет никаких преступных действий. Но тут-то не было преступных действий. Ребенок мама была рядом. И это было просто... Я такого еще не видела. Видела такого еще? Боже, девочки, я наконец-то дома. Это называется, знаете, было через тернии к звездам, честно. Такая дорога была. Вообще сейчас такая дорога всегда. Вот то, что я вам рассказывала.
напрочь забиты вагоны, транспорт, видимо, много туристов, много сейчас приезжают сюда, потому что красота реально в Антверпене. Приезжают на праздники, и это, конечно, чувствуется. Так, хлеб купила, зашла еще только что в магазин, и вообще капец, притянула полную сумку. Уже взяла как бы сразу, потому что впереди суббота-воскресенье. Это взяла марку и себе, кстати, и себе. Колбаску взяла. Взяла вот эту вот травку. Хочу, знаете чего? Хочу или с лавашей, или на тостах сделать с тунцом и с помидорами. Вот, для этих целей взяла и тунец, хотя у меня в холодильнике есть, но на всякий случай. То, что в холодильнике, я знаю, это Марку обычно как находка, он его любит. Потом взяла вот такие кексы, они такие вкусные к чаю. Это то, что я взяла только что джамбо и помидоры. Нету мандарин, поразбирали, вот в конце дня поразбирали мандарины. Так, и что я в Икее взяла? Собственно, зачем я и ехала. Вешалки взяла. Самые. Здесь в упаковке 10 штук. Вообще. Настолько они вроде такие как бы аккуратненькие, тоненькие, но они, ну, правда качественные. И не ломаются ни ручки, ничего. Все, что мы покупали год назад, они все вон в идеальном состоянии. Хотя бывает, знаете, на один там бывало навешивали и 2, и 3 вещи. А те, которые покупали позже, там то в Экшене брала, то еще там где-то, очень много уже поотламывались вот эти вот штуки. В общем, крючочки, ну, такое. В общем, потом взяла Марку еще вот такую в комнату одну. Очень хорошо для мелочей, для всяких, места не занимает. Вот. И взяла вот такую вот штуку. Это и для планшета, и там сзади большой крючок для наушников. Тоже очень удобно на столе. Вот. Занимает мало места и, в принципе, хорошая такая штука. И взяла себе доски, набор досок нормальных. Потому что вот те у меня уже такие страшные на самом деле. Все равно там я как бы готовлю, там иногда снимаю. Может быть, надеюсь, в будущем буду больше снимать готовки на кулинарный канал. Все же хочется, чтобы досочки были аккуратненькие. Вот деревянные мне очень нравятся, красивые, из темного дерева, как выглядят визуально. Красиво, стильно. И мне бы сюда, конечно, идеально бы пошла, но почему-то именно, ну, в процессе использования мне не совсем, как бы, кажется, это... Ну, мне лучше уход за пластиковыми, я вам так скажу. Надежно. Я помыла, кипятком ополоснула, все такое прочее, и все. Я знаю, что в тех трещинах, которые в любом случае, в царапинках, которые от ножа получаются, микробы кипятком полила, и все. А дерево есть дерево. Почему-то у меня всегда для декора поставить, чтобы это было красиво на кухне, да, а пользоваться нет. Знаете, у каждого свои причуды. Вот у меня такая причуда. Здесь 3 досточки. Конечно, по цвету, может быть, не совсем, но ну, мне удобно будет они в готовке. И взяла вот эти вот губки для мытья посуды. Все. Вот это вот и все. Конечно же, заманух было много, как всегда. Конечно же, и то, и другое, и третье. Но я вовремя себя остановила. Это уже называется, знаете, неудержимый шопоголизм. По большому счету, я сейчас пришла домой, и я уже забыла, что я там брала, без чего я там жить не могла в магазине. И слава богу, что я оставила. Потому что можно скупить все. Ну, нужно ли только. Мне нравится в Икее все, постоянно все ключики, все, что надо. Все четко, все, да. На, ключиком, наверное, Маркуш, тоже. Не, куда? Это огромный был. Может, тебе большую отвертку принести? Там есть у папы. Ну вот, какая-то штука, видите, вот крючок для наушников. Он себе хотел там просто для наушников. А это еще и лучше. Еще и с подставкой для планшета, для телефона, для книги, господи, для чего угодно. Так, теперь я вам покажу. Теперь посмотрим с вами досточки. Аккуратно. Угу. Все, сняла.
Досточки посмотрим. Мне бы еще хотелось досточки, знаете, с камня, вот такие под камень красивые продаются. Прям бренд есть такой хороший, но все надо привинчивать. Вот, я так поняла, вот здесь нужно. Так. Ага, это не привинчивать, это просто сюда вставляется. Короче, вставляется вот так и ставится. Смотрите, какие приятные цвета. Мятный такой цвет. Беленький, серенький. Вот, и еще сами дощечки, видите, с этими, скажите мне, пожалуйста, с ножками, вот с такими, ну, то есть не будет скользить. И с одной, и с другой стороны. Но здесь как бы еще вот такие вот. Не знаю, как бы. Будут царапаться быстро, не будут. Но выглядит симпатично. У нас уже вечер, девочки. Точнее, уже начало 11-го. Я уже всех накормила, убрала. Получается, уже сделала себе чай, сама покушала, вот, сделала себе чай, посмотрела пару интересных видосиков. Сижу, понимаю, что мне нужно монтировать видео вам на завтра. Вот, и я понимаю, что я не успею сегодня ответить вам опять на комментарии, но, девочки, я их все прочитала. Каждый комментарий я прочитала, просто читаю в транспорте где-то, на ходу, на бегу, вот так вот, что отвечать, ну, на самом деле, вот эта неделя, она прям какая-то супер загруженная, вот правда. Вот, поэтому спасибо вам огромное за подписки, кто подписался, кто пишет комментарии, за ваше внимание, за ваши добрые слова. Это очень-очень ценно для меня. Отдельно хочу сказать спасибо девочкам. Алена Гайченко за ее спасибо. Вот, за сердечко я хотела, вот, за сердечко, за ее спасибо, когда она воспользовалась новой функцией, которую я вам показывала под видео, чтобы как бы выразить таким образом спасибо вот за мою работу, за видео. Потом Ольга Кузьминчук тоже спасибо вам большое. Каждое видео она рекомендует, каждое видео она кнопочка хайпить тоже постоянно рекомендует, постоянно делится. Это, девочки, такая мне на самом деле, ну, такая мне подмога, это, ну, это очень важно для авторов канала. И, конечно же, спасибо большое Лина. Лина — это тоже мой давний друг, вот, хороший друг, добрый друг. И за ее спонсорство тоже. Поэтому всем вам хочу выразить огромную благодарность. Еще раз повторю, за ваши подписки, за ваши какие-то действия, которые помогают мне в развитии моего канала, за ваши комментарии, за вашу помощь, поддержку, активность. Вы у меня самые-самые лучшие, те, которые со мной, те, которые остаются, пишут, помогают. Я вас обнимаю. Вы самые настоящие, мне уже близкие подруги. Всем пока-пока, хороших выходных, всех обнимаю. Скорой встречи.